Всем привет, с вами канал Радов Одесса. В этом видео хочу показать, как вот так вот оттенить декоративную штукатурку. Как делать такую штукатурку, есть на моем канале, подписывайтесь. Вот уже готовая стенка, то есть вот это оттененная. Вот этот откосик сейчас покажу, как его оттенять. То есть вот тоже уже сделано. У нас вот здесь вся история, вся комната в такой структуре. Вот сейчас поближе покажу. Ну, сейчас не видно, то есть видите, вот разница. Оттененная стенка. Вот. И рядом еще не сделанная. Вот. Значит, я же говорю, как делать такую декоративку, есть на моем канале. Подписывайтесь, не забывайте, смотрите. Там все четко показано. Это самая простая с изогипса сатена. Вот, значит, по оттенению что? То есть сделали, закатали в один основной цвет, какой вам там нравится. Ну и оттенять желательно тем же цветом, только чуть-чуть светлее. То есть вот у меня та краска бежевая. Я ее просто разбавил белой краской, то есть разбавляете до той степени, какой хотите, чтобы тени получились. Вот что получилось. Как бы вот такая вот красочка, чуть светлее, чем на стене. Дальше берем желательно вот такой валик, то есть без ворсы, более мягкий, который будет по верхушкам ходить. И берем вот такую вот кисточку, это краюшки отводить. То есть, значит, я же говорю, да, закатали в один цвет. Дальше, вот так вот берите какую-то плоскую раскатку, я беру кусок гипсокартона. Вот, и валик почти должен быть суховатый. То есть вот так его хорошо раскатывайте, блямбу краски. Вот на гипсокартоне. То есть не берите кювету, там шершавая поверхность, нужно плоское что-то. Вот. Дальше берем этот валик и вот так начинаем по верхушкам накатывать. То есть чтобы не красить всю структуру целиком, а прокрашивать только верхнюю часть. Вот, то есть вот так валиком до конца не доходите, края потом делаются кисточкой. Вот. Так вы даете глубину как бы рисунку. Вот. После этого, естественно, если, естественно, надо будет вскрыть лаком. Вот. Сейчас мы это тоже сделаем, я покажу, что в итоге получилось. Верхушки прошли. Вот что получилось. То есть уже видите, рисунок видно гораздо лучше. Вот. Вот разница, не прокрашенный рисунок и вот стенка, ну тут вообще не видно. И вот уже оттененный. Это валиком, то есть площадь валиком сделали. После берем кисточку, она тоже должна быть сухая, то есть вы ее полностью в краске не мочите. И вот так вот ее вытираете. Это для того, чтобы верха отводить. То есть вот поставили и вниз докрашиваете. То есть, чтобы вся стенка была одинаковая. Вот. То же самое примыкание от окон. Еще чуть-чуть. Вот. Все, откосик я этот доделал. Вот. Как видите, вот так вот вышло. Я же говорю, теперь глубина рисунка гораздо больше, чем не покрашенный. Вот еще не покрашенный. Вот. Я же говорю, если тени светлые сильно получились, на первый слой лака можно будет добавить красителя. Сейчас оно подсохнет, я буду лакировать и покажу. Лак добавит еще большую глубину после теней. Вот, и рисунок станет, так сказать, задороже смотреться. Итак, после пары часиков работы, вот что получается уже. То есть вот эта вот стенка готова. Вот, в принципе, все почти готово. Вот
Вот такое оно вот вышло. Коробушки под лак. Вот тот откосик подсох, с которого я начинал. Вот. Доделываю вот последнюю стенку. Еще раз доделываю вот последнюю стенку. Еще раз напоминаю, что есть на канале видео именно как полностью делать такую мазню. Заходите, смотрите, подписывайтесь. Вот. Еще раз хочу показать, как я это делаю. То есть по теням именно. Вот. Развел ту же краску, которую я красил, сделал чуть светлее на гипсокартоне. Валиком раскатал валик хорошо. То есть на валике много краски не должно быть. Вот. И вот так просто по верхушкам начинаю прокрашивать. То есть красить просто сами верха. Фон остается тот же, а верха становятся, вот как видите, чуть светлее. Вот. Так можно тенить любую декоративную штукатурку, то есть красите основным цветом, а потом верха оттеняете уже более светлым тем же цветом. Можете и другим, кому как нравится. Как говорится, я художник, я так вижу. Сейчас доделаю, покажу, что получится у меня с лаком. Так, стенки все готовы. Эту тоже закончил. Все оттенено. Теперь вот сделал лак. То есть, ну, это не совсем простой лак. Я в него добавил чуть-чуть песочного красителя и сделал его жиденьким. То есть процентов на 30-40 развел водой. Вот такой вот. Это первый слой. Вторым буду уже покрывать просто прозрачным. Вот. То есть, ну, я не знаю. Краситель для того, чтобы вот яркость теней чуть-чуть приглушить. То есть, видите, вот разницу. Вот я уже прошел лаком. Вот. А вот переход еще нет. То есть более как бы, ну, слишком бросаются тени в глаза. То есть я добавляю либо черного, либо песочного. Только добавляйте совсем чуть-чуть, чтобы не переборщить, потому что краситель, вот он, это не краска, в общем. Лак это не краска. Сейчас отойду подальше. Вот видите разницу. То есть гораздо будет глубина больше. Вот, и все остальное. Это, я говорю, первый как бы грунтовочный лаком. Вот. А вторым слоем просто уже жирным лаком, там процентов на 10, или можете вообще не разбавлять, делаете. Вот. Это уже сам слой защитный, глянцевый или матовый, какой у вас там получится. Наношу просто макловицей. Так, во-первых, во все поры попадает лак, вот, во-вторых, он как бы заглянцовывает. Вот. Вот видите, просто вот так. День работы. Вот такая вот история вышла. Под лаком уже все блестит, все красиво. Вот балкон то же самое. Сейчас подальше попробую отвести. Вот так вот оно выглядит. Вот. В общем, вот такая вот простая декоративка. Напоминаю, что можно делать из изосетена. На моем канале есть видео, где я показываю, как это все делать на балконе. Вот. Ну, а вы не забывайте подписываться на канал. Будет еще по различным видам декоративки видео. Всем спасибо за просмотр. Всем мира.